Здравствуйте, друзья! В этом видео хочу рассказать вам, как сделать вот такую вот деталь по чертежу в программе Rhinoceros. Для начала нарисуем отверстие. Нажимаем на круг. И теперь идем, наводим наш курсорчик в вид Right. Вот этот вот. Нажимаем, и он начинает рисоваться. Но нам надо указать, чтобы он рисовался диаметром. То есть вот здесь вот вверху нажимаем, и радиус заменяется на диаметр. И пишем цифру. На чертеже у нас это 20. И нажимаем Enter. Круг создался. Теперь повторяем эту процедуру. Круг в центре. И на этот раз рисуем его 14. Параметр, который изменяет радиус на диаметр, остается включенным, пока мы не переключим его обратно. Он не сбрасывается. Нажимаем Enter. И вот у нас теперь два кружочка. Берем линию, вот эту вот polyline, нажимаем. И рисуем ее вот отсюда вниз на 12. Вот. Нажимаем. Теперь наводим ее в бок. Чтобы линии были ровными, я зажимаю Shift. И пишем 4. Теперь вниз на 3. Теперь в бок на 7. И наверх до intersection. Пересечения. Если у вас нету пересечения, то у вас, скорее всего, не включен OSNAP, вот здесь вот внизу. Нажимаете, и он включается. Нажимаем на пересечение. Так. Теперь выбираем кривую, которая у нас получилась. Идем в Trim и убираем вот эту вот геометрию. Просто нажав на нее. Вот так. Готово. Теперь делаем вот этой части Mirror на ту сторону. Зажимаем эту кнопку, у нас возникает много других. Здесь мы выбираем Mirror, вот это вот. Отпускаем, и он включается. Теперь наводим на центр и рисуем линию вверх. Так, и все, теперь отразилось. Здесь тоже убираем лишнюю геометрию с помощью трима. Правый клик. Готово. Теперь нарисуем вот эту вот часть верхнюю. Чтобы это сделать, для начала нарисуем здесь линию. Зажимаем Polyline, у нас возникает много других типов линий. И мы выбираем Line from Middle Point. Нажимаем. Выбираем вот эту точку, Mid, и рисуем линию. Поскольку линия должна быть длиной 7, а здесь она считает каждую половинку, то нам надо разделить 7 на 2, чтобы получается 3.5, 3,5. Нажимаем Enter, и у нас нарисовалась линия. Теперь нажимаем Polyline обычный, и мы нарисуем вот этот сегмент. Наводим на End. Убедитесь, что у вас включен Smart Track. Наводим на End и тянем вниз. Так вот. У нас возникает вот такая длинная линия белая. И на месте пересечения кружка белой линии возникает intersection. Нажимаем, и от этого intersection ведем линию вверх на 3.6. Enter. В бок на 7. И вниз, опять же, до интерсекшена. Правый клик. Готово. Эту линию можем удалить, а этой вырезать лишнюю геометрию. Trim. И нажимаем. Вот так. Видите? Теперь нам надо сделать вот эту прорезь. Это у нас будет прямоугольник из центра. То есть наводим на прямоугольник и зажимаем его. Возникают разные типы прямоугольников, но нам тут нужен rectangle from center. Нажимаем. Теперь наводим на middle, середина этой линии. И у нас возникает прямоугольник. Пишем 1, его ширина. Готово. Теперь выбираем его и масштабируем. Вот так. Выбираем наш прямоугольник, нажимаем на Trim и убираем лишнее здесь и здесь. Теперь выбираем основные кривые,
пык, пык, пык. Нажимаем на 3 и обрезаем наш прямоугольник. Так, так. Теперь выбираем все кривые и нажимаем на кнопку Join. Join. Это соединяет все кривые в одну единую. И мы теперь можем сделать экструд. Экструд в одну сторону. Если у вас начнет вытягиваться в обе стороны, то мы просто отключаем это, нажав на Both Sides. Видите, оно вытягивает. Нам надо вытянуть на 14. Пишем 14. Нажимаем Enter. И нажимаем на лампочку «Скрыть нашу кривую». Теперь нажимаем на этот шарик. Это сделает нашу модель больше непрозрачной, а теперь ее грани сделает видимыми. Продолжаем рисование. Берем Polyline, нажимаем вот здесь на Middle, пэк, вот здесь на Mid, пэк, вот здесь, и вон там наверху закрываем нашу линию. Готово. Теперь выбираем и пишем Extrude Curve. Видите? Вытягивает. На этот раз нам надо включить Both Sides. Так. И вписываем значение. Если мы вообще учитывать 3, то должно быть, значит, 1.5. 1.5. Enter. Кривую можем скрыть, нажав на лампочку. А этот элемент отзеркалить на другую сторону. Выбираем его, зажимаем эту кнопку, и здесь Mirror. Теперь выбираем середину нашей модели. У меня это вот эта точка. Так. И ведем линию вон туда. Пускаем. И теперь таких элементов 2. Готово. Рисуем кружочки теперь вот эти. То есть берем линию, идем в With Right. Вот здесь. Наводим вот сюда. Пэк. 3. Так. Готово. Здесь отверстие диаметром 2. Enter. С другой стороны тоже рисуем линию. Сюда. Туда. 3. Enter. Правый клик. Круг. Вот здесь. Диаметром 2. Enter. Берем опять линию. Так. И рисуем линию между этими двумя кружочками. Вот так. Правый клик. И на середине этой линии тоже рисуем отверстие. Наводим. Середина. 2. Enter. Готово. Теперь у нас есть 3 кружочка. Выбираем их. Немножко отодвинем. И теперь потянем за шарик. Так. И это делает экструд. Так. Вот. Видите? Выбираем нашу основную модель. Идем. Boolean. И здесь вычесть. Так. И выбираем, что вычитать. Это и это. Нажимаем Enter. Готово. Видите? Можем написать команду CLKRV, выбрать кривые и нажать на лампочку, чтобы они лишний раз не мешались. Теперь мы сделаем вот эти вот отверстия. Чтобы их сделать, берем линию, смотрим. Отступ вот отсюда 2,8, отсюда 2. То есть берем эту точку, пэк, и пишем 2. Нажимаем. И теперь вот сюда 2.8. Enter. Мы нарисовали вот такую вот букву Г. И там, где она кончается, мы нарисуем отверстие. Берем круг, наводим его на конец и пишем циферку 2. Так, готово. Теперь отразим наш кружочек с помощью миррора. Зажимаем. Mirror. Вот здесь наводим на Middle. Так, и тянем линию. Готово. Теперь кружочка 2. Выбираем. Приподнимаем его и тянем за шарик. Выбираем нашу основную модель. Идем в Boolean. И здесь вычесть. Нажимаем. Выбираем эти 2 цилиндрика. Enter. Проделывая здесь дырочки.
Теперь выбираем наши круги. Этот. И воспользуемся миррором, чтобы отразить их на ту сторону. Так. Готово. Выбираем их тут. И пишем экструд. Неважно, в обе или в одну. Нажимаем. Готово. Теперь пишем CTRL-V, выбрать кривые. Enter. И нажимаем на лампочку. Выбираем нашу основную модель. Идем в Boolean, вычесть. Так. И эти два цилиндрика. Enter. Готово. Видите? Мы уже почти доделали нашу деталь. Осталось проставить небольшое скругление вот здесь, вот здесь. Здесь сделать вот такой вырез в виде уголочка. И вот здесь скругленица. И наша деталь будет готова. Для начала пишем Fillet Edge. Смотрим, сколько у нас скругления. Вот здесь. 0,4. 0.4. Здесь нажимаем на Next Radius и пишем 0.4. Enter. Теперь выбираем этот Edge. Здесь Edge. Посмотрим. Да, здесь 0.4. А вот эти сколько у нас? Эти у нас тоже 0.4. То есть мы их тоже можем смело выбирать. Пэк. Нажимаем Enter, чтобы подтвердить, еще раз Enter. Готово. Теперь можем выбрать нашу основную модель и вот эти треугольнички. И нажать на кнопку Boolean Union. Это объединит их. Вот так. Теперь вырежем здесь небольшие квадратики. Они у нас размером 0,4 на 0,4. Берем, зажимаем прямоугольник из центра, нажимаем вот здесь и в виде right наводим и пишем 0.4 Enter. 0.4 Enter. Готово. Берем наш квадратик, отодвигаем его немножко и протягиваем за шарик. Теперь выбираем то, что у нас получилось. Зажимаем перемещение, Mirror и отражаем его на ту сторону, рисуя линию. Вот так. Выбираем нашу основную деталь, зажимаем Boolean, тут вычитание и выбираем то, что у нас получилось. Enter. Готово. Небольшие квадратики вырезаны. И наша деталь теперь готова. С вами был Роберт Евтефеев. Всем пока-пока.